Путь в Воркуту — это время для вопросов без ответов. В памяти всплывают кадры старых киножурналов. Улыбчивые проходчики, символические рукопожатия смен. Потом образы из современных репортажей. Тишина, наступающая на покинутые поселки. Какой она окажется на самом деле, столица Заполярья? Суровым монолитом, отвернувшимся от мира, или же местом, где жизнь, вопреки всему, отстаивает свое право на тепло? Это ожидание первой встречи тревожит и манит. Два дня и 2 ночи. Вот она, Воркута. Впервые мы услышали, как бьется сердце этого города, прикоснулись к его суровой судьбе и затерялись в лабиринте воркутинских дворов. Мы были здесь впервые, но нас не отпускало чувство, что мы дома. Дело было не в ностальгии, а в обретении своей забытой, истинной сути, пронзительной встречи с утраченной частью себя. И в этом открытии мы стали по-настоящему живыми.
Город и память о былом срослись в едином ритме дыхания. Стальной исполин, вмерзший в лед, переродился в утес. Стихия вышивает инеем по камню ушедших времен, а люди, сложив оружие завоевателей, принимают длань хранителей. И в этой точке встречи возникает феномен иного порядка, выстраданная нежность, способная усмирить самую лютую стужу. Так вот.
произошла, и было решено привести ее специально до дворца. Дворец был открыт в День шахтеров 30 августа 1959 года. Самое большое по тем временам каменное здание Коми было построено по проекту главного архитектора города Воркуты Всеволода Николаевича Лунева. Может, слышали? Лунева. Всеволод Николаевич. Который отбывал наказание в нашем городе, а после освобождения остался здесь жить и работать. Выполнено на тему 4 времени года. Какой ордер? Воркутинский. У нас здесь новогодние игровые проходят, там стоит большая-большая елочка, красиво все в огоньках, горит, сверкает. Все, что осталось с Нового года, гирлянды, которые не сняли. Ну там у нас тоже сейчас. Взлетаем в воздух. Стараемся делать как можно выше. Померяем здесь. Молодец. Оранже, Ну, коренные жители очень добрые, очень теплые, очень любят гостей, всегда помогут, если у вас что-то случилось, да, или нужна будет помощь где-то на улице, не знаю, в помещении, или что-то случится, обязательно вам помогут без помощи, никто не оставит. И, наверное, это здорово. Это правда тоже. Здесь открывается пункт временного размещения гостей. Это шатры, кто-то дежурит, теплое одеяло, чай, еда. Здесь можно переждать все эти плохие погодные условия. Предприятие «Чародейка» предлагает воркутинцам большой выбор конфет, печенья, пирожных. Торты, приготовленные кондитерами «Чародейки», отличаются приятным вкусом и привлекательным внешним видом. Они станут украшением праздничного стола. Заказы на изготовление тортов принимаются за 2 суток до торжества. Все ваши пожелания будут непременно учтены. Готовясь к любому празднику, не забудьте заглянуть в «Чародейку». Адрес магазина – улица Ленина, дом 15. Ежедневно с 9 до 19 часов, а в субботу и воскресенье с 9 до 18 здесь ждут воркутинцев.
Да, конечно. Можно сказать, что есть уже Норильск, Воркута, Магадан. Но ведь сейчас стоит задача освоения всего этого края. Ведь люди сюда приехали не ограбить эту землю и сбежать. Ведь это наша земля. И нам на ней жить. И тут на пакетах далеко не уедешь. Тут речь идет о заселении громадных территорий, о трудовой и культурной общности людей. Нет, вот вы задумывались хоть на минутку. Ведь здесь до нас тоже жили люди. Наверняка одаренные, талантливые. А почему же тогда среди них не родилось ни Шекспира, ни Толстого, ни Чайковского? Да потому что вся их жизненная энергия уходила на борьбу за существование. А сейчас, когда все условия жизни кардинально изменились, надо все решать иначе. Масштаб другой. Ну, ты прекрасно знаешь, что 80% населения Севера народ приезжий, образованный, технически грамотный. Прибыл к нам из центра, где довольно высокий уровень жизни. Так вот, наша с вами цель – дать им этот уровень. А желательно и повыше. Вот мы выходим на параметры подобных сооружений. Под одной общей крышей, с постоянным тепловым режимом, с зимним садом. Сколько мне толдычили с этим зимним садом. Это же не только кислород, это же еще красиво, что тоже немаловажно. Здесь собрано все для человека. Жилище, обслуживание, общение, управление, коммуникации. Один прочный, крепкий кулак. Это вам не перчаточки, где каждый сам по себе. Рукавица, все вместе. Север. Я говорил, он без этого не обойдется. Ну, в этом же вся соль. А что ты на нас кричишь? Мы что, против? Да вот и не против, но помогать надо. Я же один это не потяну. А вы как чего, так сразу? Все-то ты знаешь, кто тебе помогает, кто тебе мешает. Но встречный вопрос можно? Да, пожалуйста. Вот ты ратуешь за общность, а сам живешь в коттедже. Как же вот это противоречие диалектическое понять, а? Ну, ему сейчас не до людей. Он-то нас раз в полгода в гости зовет. Да я предвидел этот ход конем. Могу хоть сегодня поменять свой коттедж на любую квартиру. Ну, хотя бы на твою. Ввиду зимних холодов? Ну, хотя бы. Мне понравилось, что на ручке там какой-то орнамент прям был национальный. Здесь, при входе. На пластмассовой ручке. Еще из моего детства, когда вот, да? Сейчас я это выключать, да, наверное, можно.
пути обусловила, что это нереально сделать, поэтому там сделали сверху крышу. Если бы здесь правда был зимний сад, это просто нечто. То есть здесь был запроектирован зимний сад? Или он только внедряется? Нет, это изначально, это еще по проекту так должно быть. Но по Новому году, как будто бы поставили это здание, в 56-м, что это было построено. 1 год здесь было. То есть его полностью покрыли снегом, то есть никак отсюда было невозможно вынести. Все, и на следующий год сразу закрыли все крыши. То есть никогда не было, что здесь был зимний сад, что-то. Пытались что-то делать, но оно будет холодно. Сейчас на улице не так холодно, здесь. Здорово.
Ну, потому что здесь нет этих пищевой промышленности. Там советская, она же позакрывалась. Ну вот у нас был раньше, у нас был холодильник, да, большой, там у нас колбаса делалась, пивзавод, пиво было шикарное, вкусное, хорошее. Воркутинская, которая называется? Воркутинская? Да, Воркутинская, да. А, или Заполярная? Нет, пиво. Пиво. Заполярная, Воркутинская, там все было, Жигулевская, все наши делали. Теперь нет, остался хлебозавод. Ну, честно скажу, что вот я вот хлеб, да, он сейчас дорогой, но он более нормальный хлеб. Без всяких этих быстрых выпечек и все прочее. Вот. Но дороговастенько. Главное, о чем мы будем думать всегда. Ваше здоровье. Воркутинский молочный завод. Арктический холод, выжимая тепло из поселков в Воркуту, заставляет ее стать той самой варежкой Шипкова, где все согревается в тесном единстве.
Очень верю в себя. Сейчас мы живем хорошо. У меня включала просто, которая сейчас находится в концовке жизни, уже несколько лет. А это очень трудная работа. Она выглядит свои запястья. Мне приходится каждые полгода делать блокаду, чтобы перестать инвалидом. Но вот у меня вот это очень чувствую страна. Я ничего не знаю, там только плановые. Но, в принципе, у нас туры и растения, да, это все очень быстро растет, развивается. Немцы, вот они на фотографиях. Вот смотрите, вот эта фотография 2011 года. Вот они у нас приезжали на оленях упряжках, да, тут торговали мясом, закупали продукты. Я почему показываю, акцентирую внимание, потому что сейчас все по-другому. Уже не приезжают они к нам на оленях, они приезжают на буранах, на снегоходах. Да, они уже покупают у нас тут квартиры, они уже с нами вместе Новый год отмечают, мы на елке. Поэтому, конечно, все меняется понемножку, но в тундре, конечно, у них жизнь никак не меняется. Как была она связана с оленем, так все и продолжается. И, конечно, вот дом немца оленевода называется чум. Да, по размеру они могут быть разные, в зависимости, одна семья живет, несколько семей живет. И такой самый большой чум, вот этих вот шестов может быть до 40 штук. Поэтому, конечно, огромный. Ну и покрывают эти шесты специально выделанными шкурами. Летом они их покрывают или изношенными этими шкурами, или уже сейчас тоже используют различные, тот же баннер, другие материалы. Так, в чуме все тоже должно быть. Гаснут, как фонарики, огоньки последние. Спят медведи маленькие, спят медведи средние. Только самый крошечный жмурит глазки бусинки. Он, как ты, хорошенький, и как ты малюсенький. Огоньки не светятся над лесною спаленкой. Спит сынок медведицы, спи ты, мой маленький. Оазис жизни или мираж?
Находясь в Воркуте, я не мог поверить, что это происходит наяву. Словно осознанный сон, где все реально и нереально одновременно. Восприятие становится кристально чистым, но в то же время боишься, что все вокруг растает и рассыплется. Воркута — это зимняя сказка, царство детских снов, большая и могучая сила, что укроет тебя снежным одеялом и унесет тревоги на крыльях северного ветра. Товарищ брат, сделайте обозрение.